Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня мы поговорим об одном из самых животрепещущих и волнующих всех вопросов. Существуют ли на самом деле проклятия, разнообразные сглазы и порчи? И если да, то как от них защититься, чтобы не пасть жертвой какой-нибудь злобной бабки-соседки, напускающей эту дьявольщину на каждого, кто оказался ей не по душе, включая и вас? Приступим. Важнейшим вопросом исследования жизни после смерти биологического тела и устройства потустороннего мира остается мера разумного подхода к этому делу. Как и вообще, в принципе, к любому делу, к любому событию и к любой ситуации. Безусловно, жизнь продолжается после гибели физического тела человека и завершения земного отрезка его существования, а тонкий мир также, безусловно, существует. Несмотря на распространенные, порожденные невежеством стереотипы о том, что якобы никто с того света не возвращался и ничего не рассказал, это подтверждено и доказано во множестве вполне научных исследований, о которых мы рассказали вам в нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир» и других наших лекциях, а также в публикациях нашего работающего без выходных телеграм-канала. Но это, конечно, не значит, что, узнав об этом прекрасном факте, нужно начинать верить в любые городские паранормальные легенды и выдумки, всяческие проклятия, порчи и сглазы, начинать бегать по разного рода сомнительным экстрасенсам, покупать у них снятие этих самых порч или открытие третьего глаза и ждать ужасной ночной встречи с каким-нибудь Эдвардом Калленом из фильмов «Сумерки», желающим выпить всю вашу кровь. Ну или приятной, если вы девочка-подросток, тут уж кому как. Я уже давно не девочка-подросток, поэтому сужу со своей стороны. Но каждый, разумеется, имеет право на собственный взгляд. В общем, все это мракобесие – это уже другая грань, полярная полному скептицизму, но оттого не менее вредная и разрушительная. Прежде чем мы двинемся по нашему материалу далее, вот что вам жизненно важно знать. Одно простое правило жизни во всех мирах, пространствах и измерениях, материальном мире планеты Земля или любой духовной сфере, приятной или не очень, райской или адской, далекой или близкой, до смерти тела или после него, наяву или во сне. Одно простое правило, которым нужно руководствоваться всегда и везде. Осознание того, что ваша жизнь и все, что в ней происходит, сосредоточены исключительно в ваших собственных руках. Нет никаких наказаний и поощрений. Нет злобного карающего Бога, мстящего вам за те или иные поступки. Нет сатаны-искусителя, нет виноватых, нет предопределенной судьбы и злобного уничтожающего рока. Нет несправедливости страданий, нет никаких «за что мне это все?» Ни за что. Только вы являетесь строителем своего мира, своей жизни, всего, что в ней есть, и всего, что вас окружает. Только вы определяете, будет ли все это позитивным или негативным, будет ли фактором роста или деградации, будет вредить вам
или помогать. Вы реализуете это строительство через создание внутренних духовных принципов, которые посредством своего обязательного соответствия внешнему затем строят реальность вокруг вас. Это простое правило определяет вашу жизнь всегда, везде и во всем. Уверенно следуя ему, вы обретете могущество, которому покорятся любая ситуация и любое испытание, кое только можно вообразить. Если вы хотите разобраться подробнее в этом базовом и фундаментальном законе Вселенной, в механизмах соответствий, их влияниях и корректной настройке для значительного улучшения своей жизни, то обязательно посмотрите весь наш курс лекций, выложенный на этом канале с самого его начала и до конца. И самое главное, отбросьте собственные сомнения и не слушайте тех, кто будет убеждать вас в обратном. Мол, все это ерунда, мир ужасен, повсюду несправедливость, ничего хорошего не происходит и никакие наши желания не исполняются. Так говорят только слабые люди, не способные на данном этапе взять свою жизнь под контроль собственного сознания. Все время ставящие себя в зависимость от других людей и других внешних факторов, ищущие оправдания своим слабостям и находящие их вот в таких глупых конструкциях. Поверьте, однажды отказавшись от такой модели, вы сами увидите, что только вы являетесь единоличным управителем вашей реальности и полноправным владельцем вашей жизни. Это тоже простой, неоспоримый и подтвержденный многократно миллионами людей, включая и вашего покорного слугу, факт. Исходя из этого, становится очевидно, что никаких внешних проклятий, сглазов и порч не может быть по определению. Никакие колдуны, потомственные ведьмы и гадалки не имеют механизмов влияния на чужую жизнь. Никто на это не способен, включая и ту самую пресловутую злобную бабку-соседку, живущую рядом с вами. Она может злиться, плеваться и проклинать вас сколько угодно, но ее проклятия никогда не подействуют, если в вашем внутреннем мире царствует здоровье и корректное восприятие вашей собственной личности. Если же проклятие подействовало, и в жизни проклятого начались проблемы, это означает лишь то, что он сам в своих мыслях поверил в действие этого проклятия и создал его влияние собственными же руками, а именно собственным творческим сознанием, от рождения данного каждому и способного на невероятные вещи. В первую очередь, это творческое сознание способно на исполнение любых правильно оформленных желаний. Желание возникает в мыслях и затем реализуется. Кто ж виноват, что мысли сосредоточены на проклятии и создают соответствующий внутренний мир, который затем отражается во внешнюю реальность? Правильно, только носитель этих мыслей. Все это засилье низкосортной беллетристики и инфо-цыганщины про то, что мысль материальна, думай и богатей и прочие чепухи на самом деле не так уж далеко от истины. Да, большая его часть создана исключительно для заработка авторов и продвигает ошибочное понимание механизма творческого мышления и его влияния на любые события, материю и людей. Но в целом оно говорит о реально существующих вещах. Мысль, как продукт бессмертного сознания духа, обитающего в физическом теле, действительно первична по отношению ко всему и является главным инструментом любой жизни во Вселенной. Наглядным подтверждением всему вышесказанному служит так называемая вуду-смерть, когда колдун или шаман в какой-нибудь стране, где укоренены подобные верования, прилюдно, картинно и артистично проклинает человека
и тот умирает в течение нескольких часов или дней, хотя до проклятия был здоров, полон сил и умирать совсем не собирался. Этот феномен довольно часто случается среди народов от рождения слепо верящих в эффективность проклятий, например, среди гаитян. Человек настолько уверен, что проклятие работает, он в этом настолько не сомневается, что, будучи проклят, сам убивает себя собственной же мыслью. Колдун же остается здесь совершенно ни при чем. По крайней мере в том виде, в котором это принято считать. По этой же причине происходят и так называемые чудесные снятия порчи и избавления от проклятий. Человек приходит к колдуну или ведьме, уверенный, что его сглазили, платит деньги, над ним проводят какой-нибудь смешной обряд чистки яйцом, и он, теперь уже убежденный в том, что проклятие снято, уходит и затем наблюдает чудесное налаживание жизни, даже не догадываясь, что все это дело его собственной мысли, а ведьма просто развела его на деньги. Давайте, как обычно, обратимся к конкретному примеру, подтверждающему сказанное. Моя дорогая бабуля Татьяна Васильевна Ткач в молодости получила грозное предсказание какой-то колдуньи, что в 49 лет ее ждет смерть. И это так же точно, как и то, что утром на востоке взойдет солнце. Бабушка, конечно, немного переживала, когда указанный возраст наступил, ожидая возможного наступления неприятных событий. Но в итоге прожила на земле до 91 года, поставила на ноги 2 детей, нескольких внуков, правнуков и до сих пор помогает родным из тонкого мира. По всему видно, что страх смерти, хоть и таился в уголке ее сознания, но для блокадницы, прошедшей все ужасы Великой Отечественной войны, тушившей на крышах Ленинграда зажигательные бомбы фашистов и не щадя себя спасавшей свой народ и свой дом, он был не настолько определяющим, чтобы привести к реализации предсказания. Как и все остальное, защита от любого проклятия, сглаза и порчи, как и вообще от любой злой воли и намерения, ни от кого не зависит и полностью сосредоточена в ваших собственных руках, а вернее в ваших мыслях. Будете верить, что кто-то может вас проклясть и негативно повлиять на вашу жизнь, это и будет происходить. Если же вы будете искренне уверены в том, что только вы являетесь хозяином своей жизни, то она будет цвести всеми цветами радуги согласно вашему внутреннему миру. Никто и никогда не сможет вам навредить и без вашего на то желания как-либо повлиять на вашу жизнь и деятельность. Осознание сказанного – это самая лучшая и самая эффективная защита от любых врагов и их злонамеренных действий, в плотном мире или тонком, в любой стране, в любом пространстве и измерении, в любой жизни и в любой ее форме. Просто помните об этом, установите это внутри себя как незыблемую истину. Будьте абсолютно и искренне уверены в этом, и я гарантирую вам, все и всегда у вас будет хорошо. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.